Друзья, приветствую вас. Продолжаем наше познание истины, погружение в глубины истины. И мы продолжаем предыдущее видео о том, где мы говорили, что наше сознание пришло к точке уже непосредственно над разумом, состоянию связи с Богом, состоянию пророков. Это возможно для всех нас. Я вам скажу больше, большинство людей, с которыми я взаимодействовал, которые приходили на прием, которым проводил целительный массаж, я смотрел о том, что потенциально эталонное состояние всех людей, которые приходят на прием, это вот этот уровень. То есть редко у кого, очень редкие случаи, потенциал сознания где-то здесь, но это очень редко. В основном все уже должны быть на этих уровнях. Но, к сожалению, приходят на прием, когда уже с какими-то проблемами и так далее, и сознание в лучшем случае где-то здесь, на анахате, но может быть и на вот этих вот центрах. Но это отдельная тема, это тема уже целительства, это в других курсах это разбирается. Это просто о том, чтобы вы понимали ситуацию. В этом видео мы затронем тему о том, как же все-таки происходит этот рост, потому что оно все так хорошо рассказывается, сознание поднялось там и так далее. Но на самом деле это вопрос такой многовековой, и для того, чтобы сознание в эталонном состоянии уже было здесь, это длительный процесс, а связано это с тем, что мы там тысячи, миллионы лет, наше сознание погружалось в эту глубину для того, чтобы сформировалось индивидуальное сознание, индивидуальная точка выражения божественного. И это как луковица, которая многослойная, в корках закрытие от божественного, теперь ее нужно открывать, а она не хочет открываться, потому что она формировалась сотнями лет, там, десятками, сотнями воплощений на этой земле. И за один шаг это непросто, потому что мы услышали некий свет более высокий, для нас некое знание более высокое, но наша природа животная говорит, это все хорошо, но нам нужно кушать, нам нужно размножаться, нам нужна безопасность, и это все хорошо, но давай как-то без вот этого. И что происходит? По сути, происходит такой некий процесс освещения нашей животной природы. И кто готов двигаться по этому пути, он воспринимает некий вот этот вот свет, это движение. И задача человека, по сути, проявить этот свет в нашей природе. То есть, по сути, в наших действиях, в нашей земной жизни. Вот это условно с этой стороны наша животная природа, с этой стороны идет возвращение к нашей божественной природе. И вот этот цвет, но этот цвет происходит постепенно, соизмеримо. Потому что человек не может сразу выйти из всех этих оболочек, о которых мы говорили. И этот цвет нужно проявить в этой точке. Вот по сути на том же уровне, там где мы удалялись, туда эту и нужно преобразовать. И это центр нашей животной природы, нашего самоутверждения, добычи ресурсов и так далее. И на этом уровне нужно понимать, есть несколько уровней понимания. Если, я начну немножко с конца, на уровне физическом, да, вот, то, что нас окружает, это знание говорит о том, что нужно сформировать некие законы, некие правила. Для общества это законы и правила общества, но для индивидуальной реализации
Это некие законы и правила жизни самого человека. И что это за законы и правила жизни самого человека? По сути, это распорядок дня. То есть возвращение наше начинается с распорядка дня. С какого распорядка дня? С распорядка дня соответствующее знание, кому мы получили. А какое мы знание получаем божественное? О том, что есть молитва, о том, что есть медитация, о том, что есть в христианском направлении причащение, посты и так далее. И их нужно соблюдать и посещать. Да, это кто глубоко понимает эту тему, понимает, что это тоже по сути некая формальность. Но эта формальность через организацию нашей физической природы готовит наше сознание, готовит почву нашей души для восприятия этого более высокого света. И принося этот порядок в нашу жизнь, делая йогу, делая молитву утром и вечером, мы по чуть-чуть, наши луковицы, которые закрывают нас от божественного, расточаем, и восстанавливается вот этот вот свет, мы начинаем понемножку светиться. Если говорить о, скажем, подсознательных, несознательных процессах, которые нужно преобразовать, то можно посмотреть о том, что это за центр наш. Манипура. А что Манипура? А Манипура это наше также и пищеварение. То есть на этом этапе как раз нужно организовать, скажем так, правильное питание. Что значит правильное питание? То есть услышать баланс и есть, то есть не просто там, знаете, некоторые все там, я там не ем то, я там не ем мясо, я там не ем рыбу, я там вообще ничего не ем, я 40 дней там пощусь. Я знаю много людей, немного, но знаю людей, которые постятся, которые даже там постятся по 40 дней, типа подобие Христа пытаются проявить и так далее. Но их сознание даже не на этой точке, а на этой, потому что они делают это на волевом уровне. Но это уже суть других курсов практических, там, где мы на практике это проходим. Здесь же нужно понять саму суть, как это происходит. Распорядок дня и питание. Но на уровне души, на уровне сознания это центр обета послушания. Что такое центр обет послушания? В духовном направлении, в монашеском, кто изучал эту тему, тот очень хорошо ее знает. И там говорится о том, что если ты хочешь прийти к Богу, тебе нужно найти духовного наставника и его слушаться. И тут возникает несколько вопросов. Почему нужно его слушаться? И как его найти? И духовный ли этот наставник, которого мы нашли? Тут целая уйма вопросов. Я уже из практики это знаю, потому что я со всем этим сталкивался, и знаю, и хочу этим поделиться. И почему нужно его слушаться? Потому что на вот этом этапе мы еще не способны слышать божественное состояние, и мы еще не способны нащупать ту ниточку духа, которая будет вести нас к этой реализации. А наставник более опытный, который пришел уже к более высоким состояниям сознания, способен это делать. И он может нам помочь организовать так, чтобы это у нас не превратилось в псевдо-духовное какое-то движение, фанатизм. Он может подсказать моменты наши и помочь действительно нащупать божественное в себе и к нему двигаться. Что еще происходит в процессе послушания? То есть наставник наш может также ошибаться в каких-то вопросах, потому что он тоже может находиться на разном уровне познания. Но дело в том, что основная причина, которая сковывает нас и ограничивает от Бога, это наше эго.
наша самость. Но когда мы принимаем совет наставника, даже если он не совсем как бы прав, что мы делаем? Мы по сути идем против нашей самости, против нашего эго. И таким образом мы начинаем процесс преобразования эго, вот этого нашего грузка максимальной точки, для того, чтобы здесь уже в нашем индивидуальном сознании проявился божественный свет. Я думаю, понятно. И мы будем двигаться дальше в наших следующих видео. До встречи!